привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда. Сегодня хочу предложить связать вот такую обувь для наших игрушек. Вяжется она очень легко, буквально на одном дыхании. Справятся даже начинающие вязальщицы. Итак, что мне понадобилось для того, чтобы связать эту обувь? Ну, конечно же, пряжа у меня это Ярнар джинс. Цвет я вам не скажу, то есть номера цветов, так как этикетку я потеряла. У меня вообще было очень мало этой пряжи цвета голубого. Белого тоже очень чуть-чуть. В общем, номер цвета не скажу. Пряжи расход очень маленький. Из инструментов понадобится спицы. Я вязала на круговых, номер 2,75. Также понадобится крючок, ножницы и иголка. Ну и, конечно, заранее вам нужно связать подошву, так как она вяжется отдельно. Ссылка на подошву будет в описании под видео. Ну и если вам нравится такая обувь, присоединяйтесь, свяжем вместе. А для начала наберите на спицы 64 петли. Я буду набирать пряжей белого цвета. Итак, после того, как набрали 64 петли на спицы, провяжем первые 2 ряда лицевыми петлями, то есть платочной вязкой. Итак, давайте провяжем 2 ряда лицевыми петлями. Итак, я 2 ряда белой пряжи провязала, отрезала белую нить и присоединяю голубую. Кромочную снимаю, и этот ряд будем вязать обычной резинкой 1 на 1, то есть лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда обычной резиночкой 1 на 1. Довяжите этот ряд резиночкой. Итак, следующие 7 рядов мы будем вязать английской резинкой 1 на 1. Кромочную снимаем. Вот наша лицевая. И мы будем вязать не на петлю, которая на спицах, а на ряд ниже. Вот. Вводим спицу сюда и провязываем лицевую. Изнаночную провязываем всегда обычной изнаночной петлей. Вот у нас опять лицевая. Вводим спицу вот сюда. Провязываем лицевую. Обычная изнаночная. И опять вот лицевая. Вводим спицу на ряд ниже. Дальше изнаночная. Опять лицевая на ряд ниже. И так провяжем все 7 еще рядов. То есть вот эта часть ботиночка у нас состоит из 8 рядов. Первый ряд был как установочный, мы его провязали. И вот сейчас вяжем второй. Именно лицевые петли провязываются вот таким способом, а изнаночные все провязываются обычным способом. Ну что ж, давайте провяжем этот ряд, второй, и провяжем еще 6 рядов. Итак, 8 рядов резиночка у нас провязана. Вот что у нас на данном этапе получается. Голубую ниточку я отрезала. Присоединяю нить белого цвета и провяжу ей 2 ряда лицевыми петлями, то есть платочной вязкой.
Давайте провяжем 2 ряда лицевыми петлями. Итак, 2 ряда провязано. Теперь нам необходимо 28 петель, не провязывая, снять на правую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В общем, давайте снимем 28 петель. Пересняли петли. Теперь я беру нить голубого цвета, присоединяю ее сюда и вяжем 8 лицевых петель. Теперь мы будем вязать только лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее смотрите, мы будем вязать убавки. Убавлять мы будем только петли боковинок, то есть середину мы трогать не будем. Чтобы было еще проще, мы будем убавлять петли белого цвета. Итак, так как у нас это лицевой ряд, здесь мы вот эти 2 петли провязываем 2 вместе лицевой. Переворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Дальше вяжем до следующих боковинок. Что у нас тут? 4, 5, 6. В принципе, их даже вот эти петли середины сейчас не нужно считать. Вот у нас следующие 2 петли боковых. Так как это изнаночный ряд, провязываем их изнаночной петлей. Все. Опять переворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, так как она у нас провязана. Вяжем до следующих петель. Вот они. И провязываем их 2 вместе лицевой, так как это лицевой ряд. Провязали. Переворачиваем и вяжем опять до боковинок. И так мы будем вязать до тех пор, пока по бокам у нас не останется по 12 петель. Это изнаночный ряд, поэтому мы здесь провязываем 2 вместе изнаночные. В общем, я думаю, вы поняли принцип вязания. У нас получается здесь в середине петельки прибавляются по одной, а здесь убавляется. То есть убавляем только петли боковинок, которые белым цветом. Здесь все очень просто. Вяжем до тех пор, пока у нас с одной и со второй стороны не останется по 12 петель. Я когда вяжу, вернусь к вам. Ну что, я закончила вязать мысок. Нить голубую я отрезала, закрепила здесь. И теперь нам необходимо вот эти 12 петель перенести обратно на левую спицу. Затем, как мы перенесем эти 12 петель, присоединим голубую нить к вязанию и провяжем лицевыми петлями до вот этой вот белой петли перед голубой. Так, вот я довязала, и теперь давайте вот эту белую петлю и голубую провяжем вместе, конечно же, лицевой. Так, теперь вяжем до вот этих 2 петель. Там, соответственно, тоже нужно сделать убавку.
Вот наши эти 2 петли. Давайте провяжем их тоже вместе лицевой. После того, как довяжем этот ряд, следующий изнаночный также провяжите лицевыми петлями. Довязали изнаночный ряд, и в следующем ряду будем вязать дырочки под шнурок. Кромочную сняли, провязали 2 вместе лицевой, затем сделали накид и опять 2 вместе лицевой. Так будем вязать до конца ряда. Накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой. Следующий ряд провяжите также лицевыми петлями, накиды свяжите так, как они лежат, то есть не скрещенными, иначе у нас не образуется дырочек. Так, ну что, дырочки под шнурок у нас связаны. Нам осталось связать верх ботиночка, то есть резиночкой 1 на 1, английской, как мы вязали и снизу. Первый ряд мы провяжем установочный, обычная резинка лицевая, изнаночная, и со второго ряда начнем вязать английской резинкой, точно так же, как мы начинали вязать в начале ботиночка. То есть лицевую мы будем провязывать на ряд ниже, а изнаночную обычным способом. Провяжем 8 рядов, то есть вот это первый, остальные 7 рядов провяжем английской резинкой, затем закройте петли удобным для вас способом и оставьте нить подлиннее, для того, чтобы мы могли сшить вот здесь вот ботиночек. В общем, давайте довяжем этих 7, вот этот ряд, и еще 7 рядов английской резинкой. Итак, я связала 8 рядов резиночки, закрыла петли, оставила нить, вставила ее в иголку, как видите. Сшивать я буду закромочные петли с лицевой стороны. Ввожу здесь иголку. И дальше с этой стороны, откуда у меня выходит нить, ввожу закромочные петли за перемычку и протягиваю нить. Дальше там, где у меня выходит нить, также закромочные петли, вот эту перемычку, сшиваем нашу обувь и слегка подтягиваем. Опять переходим к этой стороне, откуда выходит нить, вводим иголку, выводим, возвращаемся в эту сторону и также сшиваем ботиночек и слегка подтягиваем. Итак, прошьем до конца. В принципе, если вам неудобно так, вы можете не обрезать нить и с помощью крючка соединить детальки соединительными петлями. Итак, я сшила, теперь мне осталось соединить с подошвой. Вставляю крючок там, где закончила вязать, и здесь также на подошве, где закончила вязание, и вставляю петлю. Беру нить голубого цвета. На подошве у нас 62 петли. Так как мы сшили ботиночек за кромочные петли, соответственно, здесь у нас тоже теперь 62 петли. Теперь за вот эти петли нижние и здесь, которые петли, соединяем с помощью соединительных петель. Вот в каждую петельку самого ботиночка и в каждую петельку подошвы. И так до конца ряда по кругу аккуратненько соединяем наши 2 детальки. Их петли хорошо видно. Думаю, проблем не будет, не ошибетесь.
Так, ну что ж, я соединила. Вот как у меня получилось. Ботиночек почти готов. Осталось связать шнурок. Вязала я шнурок из 120 воздушных петель. Ну, а потом просто как бы в дело. Тут, я думаю, уже разберетесь. Сейчас свяжу 120 петель, вдену, и мой ботиночек будет полностью готов. Спасибо всем, кто вязали вместе со мной. Если не подписаны, подписывайтесь. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки. Не откажусь от комментариев. Ну и хорошего вам весеннего настроения. До новых встреч!